Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 20 по 31 мая. Давайте узнаем подсказки Таро на будущее. Что изменит, быть может, ваши планы или события? Каковы эти события ближайших дней, которые окажут влияние на вашу жизнь или, может быть, где-то заставят принимать важные решения? И у нас сегодня две колоды. Первая колода – это у нас оракул Сибила. Мы не будем задавать вопросы, а позволим картам раскрыть ту ситуацию или последовательность, цепочку развития событий, пусть даже как альтернативную. С чем будет связано события этих 10 дней? И, конечно, останемся реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но вот смотрите, карта, которая нам говорит, что словно время поджимает или уже что-то у вас горит. Или хотите вы, мои дорогие львы и львицы, решить какой-то вопрос. Может быть, эта карта будет говорить еще и о том, что некоторая внешняя именно турбулентность в том плане, как неожиданность. И вам нужно быстро принимать решения, крутиться, иными словами. Может быть, какая-то многозадачность, и вместе с ней приходит метаморфозы, которые вы совсем, правда, не ожидали. А как это так получилось у нас, что перевернулись карты? Ну, раз так все пошло, давайте рассмотрим. Но есть какое-то сожаление. Может быть, сожаление о внешней обстановке или сожаление о конкретном человеке. Может быть, это какие-то контакты с лицом. У нас выпадает солдат. Но эта колода прорисована была много лет тому назад, и она не менялась, изображение, я имею в виду. Поэтому кто такой солдат? Это тот, который работает по приказу. Может быть, это вы работаете по приказу, и вот какие-то рамки ни вправо, ни влево. Хотя это может быть и какой-то чиновник, или на вашей работе руководитель. Это может быть любое лицо, например, это пусть даже если вы обращаетесь какому-то конкретному человеку, ну, к примеру, даже к врачу, да, он тоже работает в рамках того, что обозначено его деятельностью, да, по протоколу буквально. Но вот вы можете с этим где-то не соглашаться. То есть вот есть вроде бы и возможности какие-то, или ситуация к чему-то подталкивает, но есть определенные ограничения. Вы по этому поводу можете сожалеть. Дела домашние могут быть и одновременно, может быть, взаимодействие с любимым человеком и с вашими детьми. С одной стороны, вот смотрите, вроде бы есть не все так однозначно. Есть то, что печалит, огорчает, или хочется вырваться из этого замкнутого круга. Но я тут вижу и карта сюрприз, и карта, называется жена. Ну, понятно, меня смотрят люди разные. Имеется в виду, будем реалистами, именно либо ваши дети, либо ваши родственники, или это личная история. Но тут рядом карта сюрприз, и может быть это тот сюрприз, который с одной стороны приятен, а с другой стороны это есть какие-то еще и рамки ограничения или какая-то невозможность. Есть и какие-то люди вокруг вас. Посмотрите, тут действительно не случайно предыдущая карта, которую мы с вами говорили, время пришло навести, может быть, какой-то порядок. Или вам, мои дорогие, очень этого хочется. А все карты говорят о том, что многозадачность, правда, какая-то есть. И то, что должно быть решено вот именно как регламент какой-то. Есть и, не все, наверное, в нашей жизни прямо сразу получается – или на все мы можем повлиять. Есть и радости, мои дорогие, приятности какие-то, львы. И есть и те люди, которые ненадежные, вот буквально ищущие удовольствие. Как раз те персонажи, на которых мы не можем положиться. Ну, давайте мы перевернулись карты. Хотя, откровенно говоря, может быть, тот, кто меня смотрит, где-то чувствует подсказку. Может быть, один или двое. Но мне сложно судить, потому что самые такие разношерстные значения карт, если можно так выразиться, нам выпали. Ну, правда, противоречивые даже где-то. Итак, 4 карты достаем. События ближайшего времени. Все же искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки вы получите. Что же вас ждет в эти 10 дней? Давайте будем практиками. Как альтернативный вариант, то, что нам покажут карты, переложим на нашу реальность.
что ждет с 20 по 31 мая события ближайших дней. Дополним колодой Таро. Может быть, это вы хотите действительно что-то упорядочить. Но пока, наверное, судя по предыдущим картам, не очень это как-то быстро идет. Неожиданность – это то, чего вы не ждете. И как это оказывает влияние на вашу жизнь. Вторая карта у нас будет карта силы. В чем вы сильны, что у вас, может быть, исполнится, или ваши приоритеты. Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первое – это у нас достижение, работа, учеба, может быть, и документы какие-то, деньги, финансовая история, личная история, отношения также в целом будем рассматривать, ну и любовь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, давайте будем смотреть события ближайших дней, что же ждет или чего ждать, да? Ну и правда, вот посмотрите, может быть, сам период, вот этот 10-дневный, начнется с того, что на первый план выйдут вопросы вашей семьи или личной жизни, взаимоотношения с детьми. Вообще очень добрая карта. Или это могут быть, к примеру, родственники вашего партнера, может быть, и дети вашего партнера, если, допустим, ваши отношения, ну, когда есть не общие дети, а когда есть уже какая-то жизненная история и у вашего человека. С чем это будет связано? Давайте немножко раскроем, потому что конкретная такая карта. Какие энергии, да? С чем это будет связано? Что это для вас, вот, мои дорогие львы? Могут быть какие-то известия. Может быть, и от ваших детей, постарше детей. Карта, когда мы получаем, или вы, может быть, будете предпринимать какие-то действия для того, чтобы получить как раз какой-то документ. Или когда к вам приходит сообщение, это может быть как и письмо, бумага, да, конкретно пакет какой-то. Или это может быть и важный разговор в наше цифровое время. Или СМС, может быть. Что это будет еще? И вы словно ожидаете, как будут разворачиваться события. Вы за чем-то наблюдаете. И вы знаете, вот эта карта, когда сроки поджимают, может касаться кого-то либо из ваших близких, из ваших детей, или истории личной жизни. Так а что же это для вас? А вы знаете, я не вижу тут какой-то вашей активности, тем не менее. Может быть, и есть какое-то событие, которое, ну вот вы, оно от вас не зависит. Тут, скорее всего, было предпринято кем-то какое-то действие. Или была проведена активность, и в результате человек пришел к какому-то итогу. И вы уже получите свидетельство. Или, я имею в виду, как новость, какую-то информацию или буквально сообщение. И вы можете, как и с одной стороны, где-то размышлять, что мне с этим делать. И будете, может быть, и искать выход или искать способ, как помочь конкретному человеку. Может быть и так. И первая карта у нас это говорит по личной жизни. Ну, может быть, это банально кто-то из родственников, даже далеких родственников к вам обращается, но с чем бы ни была связана ситуация, я вижу карты утешения, и я не вижу ваших активных действий. Понимаете, поэтому... Ага, вот и выпадает у нас карта солдат. Как раз вот какое-то сообщение, может быть, по части личной жизни или каких-то личных ваших дел, мои дорогие львы, о которых, может быть, знаете только вы. Может быть, и это где-то все же личная жизнь не только про любовь, это еще и наши достижения где-то, да, потому что личное дело, творчество или хобби, которое вы, к примеру, желаете монетизировать, или ваш бизнес, тоже как ваш ребенок, и вам необходимо уделять этому внимание, и вы, знаете, как... Это не та работа, которая по регламенту от звонка до звонка, а это то, о чем мы думаем, ну, наверное, 24 часа, если мы, допустим, не спим, да, но есть какая-то тема, которую вы не можете пустить на самотек. И, может быть, какие-то согласования вы хотите сделать, или вы хотите в чем-то разобраться. Поэтому, с одной стороны, вы можете какую-то скованность в ваших действиях чувствовать.
И, опять же, что случилось, то произошло. Но выход вы какой-то будете искать. Я вот вижу, что, знаете, тут больше, скорее всего, отношение ваше к какому-то конкретному вопросу или какой-то информации. Есть, видимо, может быть, и ваши какие-то попытки либо исправить что-то, или договориться, может быть, с кем-то. Есть возможность договориться действительно, потому что выпадает вот эта как бы карта мудрости, утешения, словно высшие силы помогают. Но не на 100%, а именно так, чтобы вы, может быть, успокоились или привели мысли в порядок. Может быть, это вопрос, который касается денежной истории одновременно, но сама по себе карта деньги, и поэтому это конкретно получение денег или улучшение финансового положения, или какие-то предпринятые прежде ваши действия, вы себя можете поблагодарить. Кстати, вот отчасти и эти карты, которые свидетельствуют о вашей личной, может быть, жизни и вашем финансовом личном состоянии дел, или откуда к вам приходят деньги, каким образом вы зарабатываете. И Уран, он у нас все дробит. Уже теперь у нас в прямом движении в знаке зодиака Телец, Уран, а Телец – это символ благополучия. Это для всех знаков зодиака. И здесь могут по Венере перекликаться в вопросах благополучия, как и личная жизнь, как и откуда приходят деньги, так и вопросы семьи, вопросы пары, ну и вопросы жилища, вот, кстати, тоже. Может быть, у кого-то, кстати, по жилью нужно сделать срочно какой-то мелкий ремонт. Кстати, вот я такое допускаю. Может быть, прибор какой-то вышел из строя или что-то вы... Ну, это как один из вариантов. И вам нужно будет срочно прибегать к помощи специалиста. Вот солдат как раз, он действует в рамках своих возможностей или как вот та дистанция, которую он имеет по своей профессии, что те вопросы, которые он призван как бы решать. Но так или иначе вы остаетесь довольны или, по крайней мере, вы успокаиваетесь. Какой-то вопрос вы закрываете, который может поначалу для вас именно вот с той карты перевернувшейся, как вот горит все, нужно вот именно сейчас, на завтра не отложишь. События ближайших дней, что ждет? Но вы знаете, тут у вас все идет своим чередом. И даже если у кого-то, пусть не у всех, вот эти турбулентности возникают, но они так и проходят. Или находит лев, как решить этот вопрос. Карта мудреца, карта философа, бессмыслителя, мудрого человека. Когда у вас все идет все равно своим чередом, все возвращается на круги своя, вы что-то продолжаете. Но к вам могут обращаться за советом, мои дорогие. Или как правильно разрулить, может быть, сложную ситуацию. Вот такое я могу допустить. Но вы знаете, вот смотрите, если мы переложим даже вот 3 позиции этих карт на 10 дней, так где-то пусть начинается этот период вот именно с какой-то метаморфозы, а потом у нас следует деньги, да, и там у нас выпадала карта утешения, да, когда все становится на свои места. И одновременно как-то жизнь набирает как и темпы, и в то же время сама по себе упорядочивается. Давайте откроем события ближайших дней. Опять же, ученый, опять же, мыслитель. Есть те темы, которые вы будете анализировать, думать. Может быть, и буквально вы собираетесь что-то переделать, изменить свою жизнь. Или по части ваших достижений есть какая-то стратегия и тактика, которая требует от вас какой-то как и перезагрузки и одновременно изучения. Кто-то буквально может изучать языки или отправляться на курсы, потому что этого требует ваша профессия или сфера вашей занятости. Ну, пойдем с вами дальше. Верховная жрица выпадает на неожиданности. И это та, которая все знает интуитивно, но внешняя обстановка оставляет, желает лучшего в плане прояснения какого-то. Мы об этом с вами говорили. Слушайте интуицию, здесь буквально вам это помогает. Вы можете, кстати, узнать какую-то новость в неожиданностях и себя поблагодарить, кстати, за то, что вы где-то это предчувствовали. С чем это связано? Вы можете подозревать кого-то, что вам не говорили всю правду. Здесь может быть встреча с важным человеком, когда вы думаете, я не знаю, что от него ждать. Поэтому дважды слушайте интуицию. Здесь, мои дорогие львы и львицы, для вас может быть вот этот период
действительно каким-то очень важным. Почему? Император. Здесь как и согласование или контакты с людьми, которые находятся на другой лестнице иерархии, или контакты с тем человеком, который действительно имеет длинные руки, он способен что-то решать. Или вот деньги, да, может быть, и человек, который где-то состоятельный, а у вас есть к нему интерес, может быть, если у вас есть творчество и вам нужен меценат, пусть это не для всех, ну или какой-то, знаете, как компаньон вы ищете. Здесь, значит, надо будет провести какие-то правильные разговоры. И раз выпадает Верховная Жрица, значит, нам буквально карта совет дает. Ты пока вот не можешь разобраться в этой ситуации, поэтому, с одной стороны, нужно сохранять свою независимость, но эта независимость, она именно в ваших мыслях или в то, что вы для себя как суждение определяете. Но мы пока никому ничего не говорим. Мы умеем хранить тайны как и собственные, так и чужие, пока мы окончательно не разберемся в каком-то вопросе. Что же это еще может означать? В конечном итоге вы как раз разберетесь, потому что карта праздника, или пусть это у кого-то вопросы по документам, по работе, как же вырулить, да, на обгон, или как же, вроде как возможность у вас тут появляется, мои дорогие львы, а вы не знаете, как к этому либо подступиться, либо как правильно провзаимодействовать. Поэтому, да, правда, тут есть о чем поразмышлять. Но найдете вы выход, это факт. В чем же ваша сила в победе? Но действительно у вас сильная позиция, карта победителя, но это не сама по себе победа, когда мы успокаиваемся. Нет, тут нам как раз и говорят, все методы будут хороши, и если даже тебе в чем-то придется, может быть, не говорить ни да, ни нет, занять какую-то нейтральную позицию, дабы сохранить и упрочить ваше нынешнее положение, то тогда это сделать необходимо. Тут вот ваши достижения, карта говорит, контролируй буквально все. Ты не можешь успокоиться, иначе все пойдет наперекосяк. Как только ты спустил на тормоза, ну так не удивляйся, что где-то что-то может начать пробуксовывать. Нет, тут вот действительно придется вам, ну, где-то сохранять активность именно. И одновременно вот этот мыслительный процесс удивительно со всей колоды. Но вот эти две карты, они вам выпадают в одном раскладе. Значит, есть какая-то тема, которой как минимум нужно отнестись мудро. Значит, стало быть, есть то, чего вы не можете изменить. Мы не можем изменить людей, и мы не можем изменить обстоятельства. Вот, кстати, аркан Император. Это ведь могут быть и ваши энергии, когда вы хотите что-то осуществить. Но будьте гибкими императорами, потому что, с одной стороны, если мы на чем-то настаиваем на своем, а люди вокруг нас разные, не соглашаются с нами, то конфронтация явно нам не поможет. А вот какой-то такой дружелюбный нейтралитет нам позволит не создать противостояние с людьми разными. Но и обстоятельства внешние, на которые мы тоже не влияем. Мы вынуждены что-то принять, даже если мы с этим, опять же, не согласны. Но вот, может быть, обстоятельства, опять же, сильнее нас. Поэтому тут есть о чем подумать. Ваши достижения, держите руку на пульсе. А ведь и правда тут у кого-то может быть, как и смена работы или получение новой должности, есть о чем подумать. У кого-то может быть и прежняя история, чем вы занимались прежде на работе, тоже может закончиться. Или по вашему бизнесу вам тут захочется внести некоторые коррективы. Потому что прежняя, опять же, история либо не работает, либо вы сами что-то не хотите продолжать. А вообще карта нам говорит, если так, не углубляться, усталость, мои дорогие, много работы. И карта сразу советует режим труда и отдыха. С чем это связано? Уставшие люди делают ошибки. И это карта искаженного восприятия. Вы знаете, не углубляйтесь, вот если нам мыслитель, философ, тут такие карты, да, выпадали и говорили, что, ну, размышлять-то придется, то размышления по части только, знаете, вот как быть реалистом, но не соскальзывать в глубокую философию на мелком месте, не анализировать прошлое. Это может вам мешать. И если прежде что-то не получилось, не нужно возвращаться снова к той теме, потому что это не имеет никакого смысла. Вас как будто это затягивает, как в омут. И вот вы уже не видите той реальности, которая есть. Посмотрите, девушка изображена
она в одном как бы, да, виде, не случайно нам художник контраст этот изобразил, а видит-то ведь она совершенно другое, словно я скована, повязка на глазах, а вот нам карты и говорят, что да нет, тут усталость, кстати, может создать такую иллюзию, поэтому будьте реалистами и отдыхайте, мои дорогие львы и львицы. Что же для вас этот период? Вы знаете, тут ведь действительно не просто победа на кону, а праздник после победы и стабилизация ваших достижений, вашей работы, ваших, может быть, достижений в плане карьеры, если вы строите эту самую карьеру, или как возможность договориться, если вы даже ищете какой-то выход по создавшейся ситуации, вы определенно находите. Но как и усталость мешает, так и эта же усталость может вам сбивать настройки в плане того, что вы, ну, где-то искаженно можете видеть реальность. Поэтому осознанность вам будет помогать не просто какую-то победу получить, так еще и праздник, остаться довольными, деньги. По тузу Пентакли это возможность. Это возможность еще больших заработков или построения карьеры, или откуда к вам приходят деньги, продвижение вашего личного дела, творчества. И действительно нужно еще что-то изучать, потому что туз Пентаклей, да, это возможность. Это даже где-то помощь высших сил. Видимо, небесной канцелярии тут больше настроены на то, чтобы у льва был полный порядок. Но, знаете, порядок в один день или в одночасье не наступает. Это требует наших усилий, безусловно. Или, может быть, адаптации даже. Вот, кстати, вторая половина года, пусть мы смотрим на конец мая, но в преддверии июня я вот вас хочу пригласить на свой сайт, прочитать как раз, какие энергии будут преобладать до конца 2025 года. Ссылка в описании под видео, я не останавливаюсь. И вот какая-то перезагрузка, когда вы можете начать что-то изучать, потому что этого требует обстоятельства или работа. Мы буквально садим это зернышко, и вот нам этот пентакль как зернышко показан. Есть уже слабые росточки, но и такие корешки, но еще предстоит за этим ухаживать. Но деньги есть, деньги будут. Личная жизнь. Я не вижу здесь изменений, и 10 дней не такой большой срок, согласитесь. Двойка жезлов. Все идет как и прежде. По крайней мере, карта нам говорит, может быть, вас что-то и не устраивает. Но и с другой стороны, если есть какая-то турбулентность, о которой мы говорили, все равно все возвращается на круги своя. То есть какая-то ситуация стабилизируется. Ведь это, по сути дела, стабильность. Да, она может нас в чем-то разочаровывать, словно вот эти два жезлов, и мы можем чувствовать себя. Хожу вот между этими двумя жезлами, а уже хочется перемен. Но пока, судя по этой карте, я в энергиях, по крайней мере, до конца мая, в этих событиях, я не вижу, что и вы-то сами, у вас как будто и времени-то не может не быть. Но, может быть, и силы небесной канцелярии, высшие силы у вас сейчас конкретизируют, даже если какие-то мелкие задачи, которые, ну, вот так галопом срочно приходится решать, а потом, видимо, переключиться на темы заработка, работы, каких-то важных согласований, контактов с высокими лицами, персонами или вопросы вообще вашего окружения вы тут тоже можете пересматривать. Карта совет, король жезлов. Вы можете столкнуться с таким человеком, как идейный вдохновитель или харизматичный лидер. Это вы можете быть в таких же энергиях, потому что это к вам, и мы говорили, могут обращаться за каким-то советом. Вы знаете, тут действительно вы и только вы, ваши дела в центре должны быть внимания, потому что тут есть риск соскользнуть, знаете, как вы начнете кому-то помогать, причем чрезмерно. Вот этот идейный харизматичный лидер, вот я пару слов об этой карте, ведь он действительно это как руководитель, это тот, который отдает приказы. Или если он вдохновляет, но это не предполагается, что он за кого-то будет делать что-либо. Или решать какую-то задачу. Да, он может дать отдельный совет или, опять же, вдохновить кого-то на добрые какие-то дела. Но человек должен делать сам. Поэтому, если мы говорим даже из лучших побуждений, из благородных, если вы кому-то даете совет, вы знаете, вы не должны участвовать в том, в чем, наверное, высшие силы для конкретной персоны дают, может быть, даже период испытания. Кстати, у кого-то это будет касаться
родственников, может быть, и так. Этого человека сталкивает судьба с какими-то вопросами, он должен сделать и правильные выводы, и научиться выходить, может быть, из сложных ситуаций. Я такое тоже могу допустить. С другой стороны, и это может быть как ваш контакт вот с подобной персоной, и тогда тоже примите во внимание, что действовать вам придется. То есть тут четко есть какая-то, знаете, последовательность лично ваших действий, которые требуют вашего участия. Но даже если вы даете кому-то совет, или к вам могут дважды, трижды обращаться, чтобы вы сделали банально какую-то работу, вот точно, и будут к вам не мытьем, так катаньем, есть такая фраза, подходить. Я это допускаю. А карта нам говорит, ты себя не обесточь, не случайно десятка жезлов. Она прямо кричит о том, что уставшие люди делают ошибки. Тебе это не принесет, кроме усталости, никаких бонусов. Наоборот, эти бонусы получит кто-то другой. А нужно так, чтобы это у тебя была и победа, и был праздник. Но вот такие 10 дней, мои дорогие львы и львицы. Думайте о себе, вот правда. Вот как будто все карты об этом. И сохраняйте собственную независимость. Наверное, поэтому в неожиданностях и предупреждают. Придется отступать полшага назад. Или, может быть, какой-то компромисс искать, чтобы резко кому-то не сказать «нет». Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.